в этот раз не подгорели. Приветствую, земляне! Будоражит меня нынче тема создания собственных VDM в Blender и их дальнейшее использование в скульптинге, что стало возможным в актуальной на данный момент версии 3.5. Почему разработчики не добавили это раньше, для меня остается секретом. Не то, что я часто использую скульптинг в своей практике, но иметь в своем арсенале различные техники будет не лишним. VDM также можно применить и при создании шейдеров. Итак, что же такое VDM или Vector Displacement Map? Если переводить на русский, это векторная карта смещения. Это привычное нам изображение в системе RGB, в котором закодировано положение участка меша в пространстве. Давайте перейдем уже к практике, чтобы было проще понять, как это устроено. Создадим собственную модель, с которой будем запекать карту и затем используем ее в скульптинге. Создадим плоскость, добавим subdiv несколько итераций, затем добавим модификатор Multi-Resolution, выставим необходимый уровень детализации, затем начнем лепить желаемую форму. Никаких комментариев относительно моих запредельных навыков скульптинга я слышать не желаю. Итак, после нескольких часов кропотливой работы, в вашем случае, в моем же это заняло всего несколько минут. По итогу у нас имеется объект в виде кнопки, которую вам нужно нажать после просмотра этого видео. Затем провести аналогичную операцию с другими роликами на этом канале. Подписка и репост приветствуются. Со скульптингом мы разобрались. Теперь нам нужно сварганить из этого VDM-карту. Для этого в описании будет ссылка на Blend файл, скачиваем его и применяем к нашей модели материал с именем VDM Baking Material. Создаем новое изображение в ноде Image Texture. Тут будет сохраняться результат. Разрешение установим 512 на 512 пикселей. Этого будет вполне достаточно. Переходим на вкладку настройки рендеринга, выбираем движок Cycles. Затем идем в раздел Baking, выставляем параметры, как показано на экране, и запускаем запекание. Когда процесс завершится, сохраняем изображение в формате OpenEXA с глубиной цвета 32 бита, но можно сэкономить, ограничиться 16 битами. Разрешение и глубина цвета влияет на точность. Если модель содержит много мелких деталей, то лучше взять из цифры побольше. Чтобы использовать нашу карту в режиме скульптинга, выбираем кисть Sculpt to Draw и создаем новую текстуру. Выбираем созданный ранее файл. Режим Extension нужно установить как клип. В настройках кисти устанавливаем следующие параметры. Stroke метод можно изменить на тот, который нужен именно вам. Но я выбрал Enhanced. Когда я делал предыдущий вариант карты, то заметил, что форма получается усеченной. Это получается из-за того, что оригинальный шейдер усекает участки, которые находятся выше единицы. Для решения этой проблемы нужно отмасштабировать текстурные координаты объекта, добавить указанную ноду и задать значение, равное делению единицы на высоту объекта. Так что же VDM из себя представляет? Она содержит в себе информацию о положении участков меша в пространстве, которые спроецированы на плоскость. На данном фрагменте красной точкой показана проекция положения участка меша на карте. Координаты кодируются в системе RGB, где A это X координата, G Y и B Z. А шейдер, который мы используем, выводит эту информацию.
и при запекании переносится на текстуру. Как я уже ранее сказал, что эти карты можно использовать в шейдерах. Достаточно подключить текстуру ко входу Displacement ноды Material Output. На сегодня хватит. Исходники можно скачать по ссылке в описании. Лайк, подписка. До свидания.